Готовлю борщ с молодой капустой. Борщ у меня без свеклы, но не нравится нам свекла в борще. Его можно назвать щами, но у нас в семье это борщ. Беру большую луковицу и нарезаю небольшим кубиком. Небольшую морковь нарезаю соломкой, мне так нравится. Картошку тоже нарезаю типа соломкой. От большого сладкого перца беру 2/3 и тоже нарезаю небольшим кубиком. Свежие помидоры измельчаю, а молодой капусты беру где-то половину среднего кочана. Еще понадобится пару зубочков чеснока, тоже измельчаю. На сковороду наливаю растительное масло и отправляю сразу же лук. И сразу перемешиваю лук с маслом. И пусть жарится на среднем огне. В кастрюле у меня готовый говяжий бульон. Добавляю несколько горошков душистого перца и лавровый листик. И сразу отправляю всю картошку. И тоже пусть варится. Не забываю помешивать лук на сковороде. А перед закипанием картошки снимаю пену. Вот лук стал золотистым, значит можно добавлять морковь. Сразу же перемешиваю с луком. И пусть жарятся вместе. Морковь почти готова, значит можно добавлять сладкий перец. Добавляю на сковородку половину всего количества сладкого перца. И сразу перемешиваю с луком и морковью. Пусть жарится все вместе. Еще перемешиваю пару раз. Так овощи проготовятся равномерно. Сладкий перец готовлю всего лишь пару минут. И добавляю измельченные помидоры. Перемешиваю. И пусть жарится опять же все вместе. Крышкой не накрываю, чтобы испарялась лишняя влага. И еще помешиваю пару раз. Во время помешивания видно, что влага уходит. Когда картошка сварилась, в кастрюлю отправляю сладкий перец и всю капусту. Перемешиваю, и если понимаю, что капусты многовато, слишком густо, просто добавляю еще горячей воды. И еще раз перемешиваю, чтобы убедиться, что воды и капусты нормально. А зажарка хорошо протушилась и лишняя влага ушла. Зажарка готова. А вы на канале готовим с вами вместе. А теперь закипела молодая капуста в кастрюле. Перемешиваю и сразу же добавляю всю зажарку. Перемешала и сразу добавляю зелень, у меня замороженная. Можно укроп, петрушку. И еще мне нравится тоненько порезанная зелень лука-порея. Теперь солю около 1 чайной ложки соли на литр борща, если бульон не был соленым. И сразу же, не дожидаясь закипания, добавляю измельченный чеснок. И все хорошо перемешиваю. И жду, когда закипит. Вот борщ начинает закипать. Закипел и сразу же выключаю. Таким образом, молодая капуста получается не переваренной, а аромат сладкого перца сохраняется. Еще не забываю убрать лавровый листик, чтобы он не отдавал лишнюю горечь. Вот так я быстро варю борщ с молодой капустой. Получилось 3,5 литра борща. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!